Приветствую вас на моем канале. Сегодня будем собирать пусковое устройство для автомобиля, или так называемый джампер. Первым делом я хочу показать, откуда я беру аккумуляторы для данного устройства, так как опыт сборки такого устройства у меня уже есть. Собирал я его с помощью паяльника, но конструкция ненадежная. Видео есть на моем канале, можете посмотреть. И так как я изготовил точечную сварку, хотелось бы сделать уже более надежный стартер с помощью точечной сварки. Данное видео также есть у меня на канале, можете посмотреть. Аккумуляторы я беру от списанных шуруповертов. Как правило, в них ломается плата, а сами аккумуляторы еще могут сослужить некоторую службу. Первым делом, разобрав аккумулятор, я проверяю целостность банок. Замеряю напряжение. Если напряжение на всех банках одинаковое, значит банки еще живые. После чего их можно разобрать по отдельности и применять уже для своих нужд. После того, как я убрал приваренные пластинки, нужно было разобрать корпус. Ничего другого я не придумал, как его просто ломать, так как добраться к банкам было практически невозможно. Доломав 1/3 часть, я обнаружил, что корпус держится на двух винтах. Это и мне урок, и вам знание на будущее. Оказывается, корпус скрепляли два винта, которые просто нужно было выкрутить. И корпус открывается сам по себе. Открыв корпус, я получил доступ сразу ко всем банкам. Оказывается, все гениально просто, и теперь у меня нужное количество аккумуляторов для моей самоделки. Всего мне понадобится 24 аккумулятора, которые уже есть в наличии. Также хочу показать вам маркировку аккумуляторов, из которых я буду собирать пусковое устройство. Приобрел китайскую полосу для точечной сварки. Ее параметры вы видите у себя на экране. Думаю, такой толщины и длины будет достаточно. Теперь можно приступать к сборке. Видео будет длинным, так как я хочу детально показать все нюансы и моменты сборки. Также хочу, чтобы вам было видно детально схему сборки. Сборку начинаем с 4 плюсовых контактов вверх, затем 4 плюсовых контакта вниз и следующие 4 плюсовых контакта вверх. На видео я почему-то сделал неправильно, разложил все плюсовые контакты вверх, но далее в видео я покажу, как правильно нужно разложить аккумуляторы. Так как аккумуляторы были в употреблении и я с них содрал полосу, на них остались заусенцы. Эти заусенцы я прижимаю к столу, чтобы они плотно прилегали к самому аккумулятору. Вот такой вот вид имеет первый блок аккумуляторов. Уважаемые зрители, не сочтите за труд подписаться на мой канал. Для меня важен каждый новый подписчик. Вы очень посодействуете развитию канала своей подпиской. Заранее благодарен. Вот теперь можно приступать к сварке. Строго не судите, так как опыта точной сварки у меня практически нету, поэтому будем начинать. Первым делом отмеряю нужный кусочек полосы.
Ладно, я потренируюсь за кадром, а потом уже покажу вам хороший результат. Главная проблема моей точечной сварки это то, что я сделал неудобное жало. И теперь мне нужно применять усилия, чтобы придавить пластинку к аккумулятору, выполнить качественную сварку. Но тем временем тело движется, пластинка первая приварена, можно приступать к следующим. Из-за неправильного контакта жало прожигает дырки в пластинке. Чтобы этого не происходило, необходимо очень плотно прижимать жало к пластинке, и чтобы контакт был стопроцентный между пластинкой и аккумулятором. Тогда не будет прожига, а будет хорошая точечная сварка. Но это придет ко мне с опытом. А вас хочу предостеречь на будущее. Лучше учиться на чужих ошибках. Первый блин комом, дальше будет лучше. После того, как первых 6 аккумуляторов мы соединили между собой, соединяем их между собой длинными пластинками. Все готово, и небольшая проверка на излом. Вдруг что-то пошло не так и где-то что-то не приварилось. Следующие 4 аккумулятора будут соединяться в отдельную цепь. И так как у меня закончились посадочные места, я зафиксирую все аккумуляторы термостойкой пленкой.
Теперь будет намного удобнее соединить между собой последние 4 аккумулятора. Первая сторона готова, переходим к другой стороне. Здесь у нас практически то же самое. Снова вырезаю пластинки по размеру, и здесь нам необходимо первые 6 аккумуляторов также соединить между собой. Первый проход готов, перекрываем теперь длинными пластинками. Первые 6 банок сварены. Хочу также показать, как это все выглядит сверху и снизу, чтобы если вы будете повторять такую же сборку, вы не запутались и все у вас получилось. Финальный этап сборки первого блока. Как вы можете слышать, по звуку сейчас сварка работает правильно. Минусовой контакт намного удобнее сваривать, и нет никаких искр. И сварка сваривает очень хорошо, без прожогов, и переваривает надежно. Финальная пластинка приваривается, и первый блок готов. На некоторое время поставил заряжаться блок аккумуляторов, чтобы в конечном итоге проверить, все ли работает правильно, все ли аккумуляторы заряжаются по отдельности и какое выходное напряжение в итоге. В результате я получил необходимое мне 12 вольт, и так как я буду соединять два таких блока между собой параллельно, при параллельном соединении аккумуляторов соединяются так, чтобы положительные клеммы всех аккумуляторов были подключены к одной точке электросхемы к плюсу, а отрицательные клеммы всех аккумуляторов были подключены к другой точке схемы минусу. Получившаяся при параллельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. То есть емкость я увеличу, что мне необходимо для пуска севшего аккумулятора автомобиля, а напряжение останется то же самое. Подготовил второй блок к сварке, и можно сваривать идентично первому. Уже набил руку на блоке первых аккумуляторов, и теперь сварка идет намного легче. Но все же жало точечной сварки нужно будет переделывать, так как очень неудобно прижимать оба контакта жала
и тем же временем прижимать пластину к небольшому плюсовому контакту аккумулятора. При сварке 4 последних банок нужно продумать, куда будет выходить плюсовой контакт и как лучше его соединить, как лучше соединить оба блока между собой. Сейчас я пока еще прикидываю, но далее я покажу, какое решение я принял. Это еще не конечный результат. Оба блока почти готовы, теперь нужно подумать, как соединить их вместе, чтобы контакты выходили на одну сторону, то есть наверх или на низ, и было удобно в дальнейшем им пользоваться. Перед сборкой каждую банку по отдельности я проверял на работоспособность, заряжал ее и проверял, держит ли она напряжение. Также после сборки каждый блок по отдельности я подзарядил, чтобы убедиться на работоспособность. Оба блока работоспособны и можно соединять их вместе. Первым делом соединяю плюсовые контакты. Оставил небольшой язычок, чтобы к нему можно было присоединить кабель с крокодилом. Плюсовой контакт готов, переходим к минусовому. Минусовой контакт я буду выводить наверх, поэтому нужно замерить необходимое количество полосы. Для безопасности на минусовой контакт оденут термоусадочную трубку.
И все это зафиксирую термостойкой пленкой. Оба блока соединены между собой, теперь к ним нужно прицепить провода с крокодилами. Использовать пайку я не хочу, так как провода очень толстые, и не факт, что получится хорошая пайка. Для этого я буду использовать вот такие вот контактные зажимы. Изначально они были четверные, но я разделил их на два отдельных. Провода с крокодилами я буду использовать от предыдущего джампера, который я собирал с помощью пайки. Ну а дальше все просто. Соединяем контакты между собой и зажимаем. Нашел коробочку, в которую прекрасно входит пусковое устройство, и теперь хочу ее туда разместить. Использовать его я планирую не часто, поэтому такой корпус, я думаю, ему вполне сойдет. С помощью термоклея я фиксирую контакты, чтобы они не болтались. Вот в принципе и все, работа на сегодня окончена, а далее только испытания в зимних условиях, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ролик с испытанием пускового устройства. Спасибо за просмотр и до встречи на канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.